2 миллиарда долларов за один самолет, и он невидим для радаров. В 1999 году в Косово произошло кое-что. Сербская противовоздушная оборона смотрела на экраны. Ничего не было. Потом посыпались бомбы. Как это случилось? Над ними на высоте 15 тысяч метров пролетел черный призрак треугольной формы. Би-2 Spirit. 30 лет он летает в небе, но до сих пор никто не может его остановить. Почему? Перед тем, как перейти к видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы поддержать такие материалы. Сначала посмотрим на это. Почему этот самолет выглядит так странно? Есть обычные боевые самолеты с хвостами, крыльями. Вы смотрите на Би-2, и он как бумеранг. 40 метров размах крыльев, но нет хвоста, нет вертикальных поверхностей. Только плоские острые линии. Это не случайность. У каждого обычного самолета есть места, создающие яркие точки на радаре. Хвост светится, вертикальное крыло светится, выступы двигателей, они тоже светятся. У Би-2 ничего этого нет. Полностью плоские поверхности, острые края. Когда приходит радарный сигнал, он не знает, что делать, отскакивает в другую сторону, не возвращается обратно. Так насколько маленьким он выглядит на радаре? Обычный бомбардировщик 100 квадратных метров радарного сечения. Огромный. Би-2 0,1 квадратного метра. Давайте поймем это. Как птица. Нет, это не шутка. Самолет шириной 52 метра, весом 70 тонн, выглядит на радаре как чайка. Но как? Только формы недостаточно. Внешняя поверхность из специального материала, радиопоглощающее покрытие. Внутри углеродное волокно, специальные полимеры. Радарная волна ударяется, поглощается, проглатывается. Не отражается обратно. После каждого полета это покрытие нужно обновлять. Часы обслуживания. Но результат — невидимость. Теперь другая проблема. Двигатели горячие. Есть тепловизоры, улавливают тепло. Инженеры Би-2 подумали и об этом. 4 двигателя, но все встроены внутрь самолета. Выхлопы на верхней части крыльев, на плоской поверхности. Зачем? Выходит горячий газ, но воздушный поток сразу охлаждает его. Сенсоры, смотрящие снизу вверх, видят только холодное крыло. Никакого теплового следа. Еще один трюк. Двигатели работают на большой высоте. Атмосфера там уже холодная. Выхлопной газ исчезает быстрее. Теперь настоящий вопрос. Что может делать этот призрак? Дальность 11 тысяч километров. Без дозаправки. Взлетает из Америки, может лететь на любой континент и вернуться. Грузоподъемность 23 тонны бомб. Внутри огромный грузовой отсек. Может нести ядерное оружие. Может нести 80 бомб по 225 килограммов. Высота 15 тысяч метров. Выше большинства систем противовоздушной обороны. Не видят, потому что слишком высоко, не достают, потому что слишком далеко. А скорость 1000 километров в час. Не сверхзвуковой, но и не нужно. Его все равно никто не видит. Теория хороша, но работает ли это на практике? 1999. Югославия. Бомбардировки НАТО. Би-2 взлетают из Америки, летят 30 часов, бомбят, возвращаются. Сербская противовоздушная оборона — одна из лучших систем того времени. Ракеты С-125, С-75. Советские технологии. Они сбили один F-117, помните? С Би-2. Не смогли ничего сделать. Ни один Би-2 не был сбит. Афганистан 2001, Ирак 2003, Ливия 2011. Каждый раз одна и та же история. Прилетает, наносит удар, исчезает. Хорошо, но ничто не идеально. Какая у него слабость? Первое. Цена. Один самолет — 2 миллиарда долларов, мы сказали. Стоимость программы — 44 миллиарда долларов. Построена только 21 штука. Почему? Слишком дорого. Второе. Обслуживание. После каждого полета часы специального обслуживания. Нужны специальные ангары с климат-контролем, специальные техники. Третье. Погода. Дождь может повредить то радиопоглощающее покрытие. Да, самолет за 2 миллиарда долларов боится дождя. Но самая большая слабость. Он взлетает с определенного места и возвращается в определенное место. Ударишь по этим базам, и самолет остается в небе. Мы в 2026-м. Технологии изменились. Би-2 все еще не остановим. Китай и Россия разрабатывают новые радары. Радары очень низкой частоты. Стелс-дизайн работает на высокой частоте, а на низкой не полностью эффективен. Проблема в том, что эти радары не дают точного местоположения. Они показывают общую область. Говорят, в этой зоне что-то есть, но не знают точно где. Достаточно для запуска ракеты? Нет. Но достаточно, чтобы отправить истребители. Достаточно, чтобы сканировать эту область. Плюс разрабатываются квантовые радары. Тепловидение улучшается. Преимущество Би-2 сужается. Так почему США все еще используют Би-2, не разрабатывают что-то новое? На самом деле разрабатывают.
зарабатывают. Би-21 Raider — бомбардировщик нового поколения стелс. Меньше, дешевле, более продвинутый. Но Би-2 все еще уникален. 30 лет опыта. Пилоты знают его, инженеры знают его. Летал на миссиях по всему миру. Доказан. Плюс есть сертификация для ношения ядерного оружия. Это нелегко получить. Би-21 еще не полностью операционен, так что пока Би-2 не уйдет на пенсию, возможно в 2030-х, он будет оставаться королем неба. Невидимым королем. Могут ли другие страны сделать что-то похожее? Россия работает над проектом ПАК-Да, стелс-бомбардировщик. Должен стать операционным в 2030-х. Но российские проекты всегда задерживаются. Китай разрабатывает H-20, очень похож на Би-2 по дизайну. Летал ли прототип? Никто не знает. Китай держит это в секрете. Но поймите вот что. Сделать стелс-самолет — одно дело. Держать его операционным 30 лет — другое дело. Логистика, обслуживание, обучение — это занимает годы. Преимущество Би-2 не только в технологии, в опыте. Теперь кое-что другое. Есть возможности Би-2, не раскрытые публично. Система радиоэлектронной борьбы может запутывать вражеские радары. Как она работает — секрет. Система связи полностью зашифрована через спутник. Даже если враг слушает, ничего не понимает. По некоторым сообщениям может использовать лазерно наводимое оружие. Некоторые говорят, может проводить кибератаки. Это не подтверждено, но и не совсем невозможно. Настоящий вопрос, что скрывает Пентагон. То, что мы знаем о Би-2, открытая информация. Реальные возможности узнаем во время войны. Мы забываем кое-что. Настоящая сила Би-2 не только в бомбометании. Психологический эффект. Враг знает, что в любой момент, без предупреждения, может прийти бомбардировка. Не будет видна на радаре, не будет услышана. Знаете, каково это ощущение? Чувствовать себя беззащитным. У тебя лучшая противовоздушная оборона, но она не работает. Приходится прятать армию под землей. Приходится распределять командные центры. Приходится постоянно двигаться. Это трата энергии. Даже если Би-2 не летает, его влияние есть. Само его существование сдерживает. Вот в чем его настоящая сила. Как будет выглядеть небо через 10 лет? Би-21 станет операционным. Меньше, дешевле, больше по количеству. Би-2 начнут уходить на пенсию, но стелс-технология изменится. Придет искусственный интеллект, автоматическое обнаружение угроз, автоматические маневры. Придут беспилотные бомбардировщики, гиперзвуковое оружие распространится. Может быть, не будет нужды в стелс-самолете. Запускаешь гиперзвуковую ракету и все. Может быть, но есть одна правда. Превосходство в воздухе выигрывает войны. Всегда выигрывало. Би-2 показал этот принцип. Невидимость — это сила. Вернемся к началу. Почему Би-2 все еще нельзя остановить? Потому что он делает несколько вещей идеально. Его форма рассеивает радарную волну. Его покрытие поглощает. Его двигатели скрывают тепловой след. Летает высоко, бьет издалека. Потому что есть 30 лет операционного опыта, проверен в Югославии, подтвержден в Афганистане, доказан в Ливии. Потому что СШ не просто сделали самолет, создали систему, спутниковая поддержка, разведывательная поддержка, логистическая поддержка, экосистема. Есть ли новые угрозы? Да, Китай и Россия развивают технологии, но Би-2 все еще в преимуществе. Вот правда, Би-2 не просто самолет. Это чудо инженерии, миллиарды долларов инвестиций, тысячи часов исследований, десятки лет опыта. И самое важное — это послание. Послание миру. Вы не можете видеть, вы не можете коснуться. Он начал летать 30 лет назад, и в 2026 году он все еще в небе, и будет летать еще несколько лет. Возможно, в будущем в музеях, когда дети будут смотреть, они скажут: «Смотри, этот самолет был невидим для радаров, но сейчас он все еще в небе, все еще невидим, все еще не остановим». Би-2 Spirit. Призрак неба. Если вы хотите видеть больше видео об авиации и самолетах, поддержите нас, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Ваша поддержка помогает нам создавать еще больше качественного контента.